Ты сейчас довольно активен в социальных сетях и пишешь под псевдонимом Кузя Штоштакович. Что ж такое ты вкладывал в этот псевдоним? Меня хотели назвать Кузей, вот, видимо, в последний момент моя мама не захотела, так сказать, вот, и я стал Андреем, а на тот момент я тоже много что-то жаловался, все говорил, что все плохо, и в общем, как-то трагически воспринимал этот мир, вот, поэтому я решил над собой же посмеяться, и я пишу там, как Штоштакович. Хорошо. Кажется, тебе было 3 года, когда тебя привели в некую хоровую студию, и ты на поступлении спел песню Сергея Никитина. Как называлась эта песня? Я ее тогда очень любил, эту песню, и до сих пор люблю. «Переведи меня через Майдан». Я ее пел целиком, и я выучил все куплеты. Правда, я половину не понимал. Вот. И, конечно, я думаю, они, эти замечательные преподавательницы хора из детской музыкальной школы «Ровесник» города Долгопрудного, пользуясь случаем, передаю привет и спасибо. Вот. Они, наверное, были немножко удивлены, что маленький мальчик поет, и тучи пьяные на пьяный тополь тянет, мой сын поет сегодня на Майдане. Вот. И поля не было, где кончился Майдан. Вот. Но мне нравится вот эта протяжность. И на самом деле даже курьезный на самом деле был случай, потому что меня отправил логопед. Я не выговаривал какие-то звуки, и она сказала, ну вот ему надо там, он там распоется. Вот. Значит, я им пою, значит, это минут там 4-5 идет эта песня. Значит, они такие сидят, молчат. Что типа с ним делать? Вот. И говорит, ну, может, на фортепиано его. Ну, так вот и получилось на самом деле. А когда ты учился на саксофоне играть? Это было, сейчас скажу, я помню, когда я купил саксофон, я выиграл какую-то 3-ю премию лет в 15 где-то на каком-то питерском конкурсе. И вот я помню, что это было ровно на саксофон. Мне очень хотелось научиться вообще на каком-то духовом инструменте. Почему-то у меня была какая-то такая тяга. В детстве я занимался джазом в какой-то джазовой студии, тоже в Долгопрудном. Вот. Но потом я понял, что я не хочу совмещать это, потому что душе очень разные все-таки. Джазовые, эстрадные и так далее, и классическое. Поэтому это очень трудно. Вот. Я подумал, что надо играть джаз на другом инструменте. И вот, будучи на 2-м курсе консерватории уже, я пошел по совету мамы. Она говорит, ну зачем тебе так идти, там платно учиться? Ты иди, ты в музыкальную школу простую, говоришь, что просто ты, значит... Я же еще был на юридическом факультете учился, поэтому я пришел, я говорю, я вот на юриста учусь, ну вот я когда-то занимался, потом мне надо было обыграть этюды Шопена, я помню, я говорю, я вот тут книжку какую-то нашел, вот, и я подумал, что действительно люди, когда они в отрыве вот долгом, а многие преподаватели, тем более вообще фортепиано, они уже, ну, в большом отрыве, вот, они не знают, кто что может, кто что не может, и это действительно сработало. Я говорю, я вот нашел какую-то книжку, такая красивая музыка, и, ну, я, естественно, не очень быстро играл, вот, ну, чтобы как-то это не было слишком курьезно, но вот, сыграл несколько этюдов Шопена. Он молодец, если бы ты вот раньше начал, то ты бы, может, даже в консерватории бы учился. Было очень весело там. Сейчас вот я в Питер перевез саксофон, и, может быть, я как-то для себя это восстановлю, потому что очень приятно играть на духовом инструменте, как-то вот что-то в этом совершенно особенное, какое-то удовольствие. Вот этой выразительности певческой. Сейчас голоса нет, сам петь не могу, вот, и поэтому пою по возможности за роялем, если получается, вот, и может быть, вот была такая тяга к духовым. В Петербурге ведь сейчас очень популярно играть на саксофоне на улицах и площадях, он там так прекрасно звучит. На Дворцовой есть такие знаменитый саксофонист, который ночи скрашивает. Да, но там на самом деле их много, но я слышал даже, да, про конкретную тоже. Но на самом деле Петербург сейчас совершенно удивительное место стало. Мне кажется, у меня даже есть некоторая теория, такая немножко, конечно, с натяжками, что ощущение у меня от Москвы, особенно со стороны, сравнивая с Петербургом, когда я уже уехал отсюда, именно такие, что здесь почему-то даже вот
я замечаю, что друзья, они в основном говорят со мной о моих достижениях, о своих достижениях, вот достижения какие-то, кто что добился, кто где сыграл что-то, значит, заработал. Там в Питере таких разговоров вообще нет. Это как бы вообще не принято. Если ты начнешь или спрашивать про, условно говоря, я называю, да, достижения других или что-то такое, или хвастаться. В Москве даже похвастаться это нормально, в принципе. Это город к этому располагает. Он, конечно, этим и велик, что он тебя подталкивает на достижение этого успеха. И в рамках этого успеха идет и творчество, и так далее, и так далее. В Питере же все наоборот, сколько там артистов, которые практически ничего не делают для популяризации своего творчества. Они будут и на площадях играть, и в парке играть, и просто ради вот этого своего собственного ощущения и впечатления этих даже нескольких людей. И чем еще хорош Петербург? Тем, что музыка там абсолютно вливается в пространство. Настолько гениально поработали архитекторы. Да, весь как концертный зал. Да. Вот. Почему ты все время везде все сдавал экстерном и поступал как бы раньше времени? Это твоя инициатива была или мамина? Ну, конечно, не моя. Просто летом между первым и вторым классом мама сказала, что ну вообще в этой ЦМШ никакие общеобразовательные предметы, это вообще несерьезно, и вообще никуда это не годится. Но мама закончила физтех, поэтому понятно, что ей причина ясна, и она говорит, ну ты будешь сейчас, мы не будем, значит, сидеть без дела, давай учи. Вот, и я, собственно, так и пошел прыгать через классы. Вот. И из-за того, что так я рано мог поступить в университет, я оказался тоже, не думая, не гадая. Мама листала какой-то сборник вузов, и один негосударственный вуз, он обещал стипендию, не просто не брать денег с талантливых молодых людей, а еще и платить им стипендию. Она говорит, о, вот это вот то, что нам нужно. И так появились в моей жизни 5 лет в Европейском университете права. И после этого это еще 3 года в аспирантуре МГУ, вот, и юридическое образование, которое как-то развивало другую сторону сознания, другую сторону мозга. Это, конечно, очень хороший весь опыт. Поэтому все вот эти случайности, они как-то в итоге в какой-то такой пазл, мне кажется, собрались. А в консерваторию ты во сколько поступил? В 15. 15. То есть, получается, все детство и там ранняя юность ты жил в окружении более взрослых людей. Да. Это повлияло на тебя? Да, безусловно. Когда я сталкивался с ровесниками, я удивлялся, что я не понимаю ни юмора, ни слов каких-то. Вот вообще просто не врубаюсь. Собственно, в этом частном вузе однокурсники были на 5 лет в основном старше меня, и они уже были взрослые. И вот то, что я все равно, естественно, как любой зверь приспосабливается к окружающей среде, естественно, я стал приспосабливаться, и это дало какой-то отдельный, особенный скачок. Мне на весь вот этот переходный период я уже как бы с ними был, я уже как бы перешел в другой статус, вот, поэтому это было очень здорово. А проблем психологических не было, например, что все уже влюбляются, а тебе там еще рано, 10 лет? Ну, 10 лет я как-то вообще об этом не думал. И все, как сказать, с одной стороны, у меня было сверхнасыщенное детство, я очень много чего делал и должен был делать. Одна часть вот занималась этим, а другая была совершенно детская, и у меня были какие-то совершенно детские там мысли, вот. И нет, все как раз пошло очень стандартно, там лет 15-16, да. А юриспруденцию там, мама или ты выбрали просто так, из-за стипендий, или все-таки ты наука? Первоначальная мысль была защищать права людей, быть правозащитником, потому что у меня вообще так получилось, что любимая книжка тогда была «Мальчишки-бальчиш». И я помню вот особенный момент, когда я был в 1 классе ЦМШ. Мы были с мамой бездомные, жили в музыкальной школе, вот этой ровесник в Долгопрудном, где она работала ночным сторожем. И вот тогда я этого совершенно не осознавал и был очень счастлив.
Сейчас я вспоминаю, что мы ели, там, какие-то кубики, там, как редко какие-нибудь фрукты. Слава богу, вот бабушка в деревне, вот на этом мы, собственно, и жили. И я появлялся каждый день в ЦМШ, а там были и богатые дети, которые ели другие продукты. И мне помогал вот этот мальчишки-бальчиш. Значит, я даже заставил в 96-м году маму пойти проголосовать за Зюганова. Я был так вообще какой-то политизированный ребенок. И вот сначала был в коммунистическую, значит, уклон. Потом были какие-то случаи, что пытались нас как-то обмануть, еще что-то такое. И тут у меня тоже проснулся такой, что я должен знать, защищать. Как-то вот у меня был такой пафос. А в итоге самое интересное в юриспруденции не это, а сама система логическая. И когда ты сталкиваешься с практикой, ты понимаешь, что в практике столько нюансов и достаточно и скучных, и, как сказать, ну не хочу говорить грязных, просто вот в любой стране, ну как бы так сказать, не идеальных. Про это я совершенно не знал, и для меня вот эта юриспруденция самая интересная. И еще то, что вот этот навык юридический, он совершенно никуда не уходит, потому что ко мне обратился друг с вопросом, у него был юридический конфликт с немецкой консерваторией. И я удивился, насколько легко мне было. Я просто помню, что структура нашего гражданского кодекса примерно, ну просто из книжек, я даже не читал тогда, я не увлекался немецким правом. Просто помню, что структура примерно одинаковая. Я думаю, надо найти вот аналог этой статьи, вот что-то такое подобное. Я полез тут же, значит, как-то раз, за 15 минут накатал ему, значит, письмо, а он духовик, значит, и еле-еле говорит по-английски, или говорил тогда, в общем, и, значит, я от его имени такую бронебойную совершенно такую штуку сочинил им. Тут же, значит, они все прекратили его претензии, я так думаю, ничего себе, значит, мастерство не пропьешь. А как получилось, что вы с мамой были бездомные? Ну, на самом деле, очень просто. Ну вот мы были, мама, она просто приехала из деревни, поступила на физтех. Вот такое, наверное, возможно, было только в Советском Союзе. Она увлекалась физикой, выписывала какие-то книжки и вот приехала. Вот. Папа мой тоже студент физтеха, но он из украинского, из киевского набора, поэтому и достаточно националистических взглядов, поэтому как только Союз распался, он уехал туда, как-то, естественно, были какие-то у них там непонятки в отношениях. Вот. Но и у мамы была секретная тема, какая-то полусекретная на дипломе, и распределение у нее было уже, получается, в 92-м году в ящик. Она могла пойти только в ящик работать. Ну вот. Это где? Ну, по-моему, в Загорск, в Серкив Посад мы ездили, еще там где-то. А я уже занимался, и вот она действительно очень хотела, чтобы я стал музыкантом. И она почему? Ну вот она подумала, что надо продолжать здесь уже, раз уже это пошло, в Москве, в Долгопрудном. И вот мы сначала просто были в стиралке этой общаги, естественно, нелегально, просто доехали с рюкзаком. Вот. Стиралка это что? Ну, стиралка — это где стоят стиральные машины. В любой общаге есть стиралка. Вот, и там, я помню, как я завтра, ну, для ребенка это абсолютно ничего страшного, как бы, потому что, ну, ты с мамой, там, что, ты поел, поехал, я вот единственное, сейчас вспоминаю, удивляюсь, 6 лет ездил из этой общаги в Долгопрудном в ЦМШ один, я просто выучил схему метро очень хорошо, я все знал, я вообще люблю путешествия, и вот тогда я тоже любил сам процесс вот передвижения. И через несколько месяцев вот мама нашла такой выход, она взяла кружок в местном вот этом дворце пионеров, где вот эта музыкальная школа. Вот. Музыкальная школа подарила мне пианино даже тогда. Ну, как бы закрепила за мной. Понятно, что некуда бы. Оно там и стояло. Вот. Ну, вот оно стояло в этом кружке по фото. И она еще вот стала ночным сторожем. Соответственно, ночью у меня было трехэтажное здание и все ключи. Вот я часто вспоминаю в интервью, люблю, ну, народу нравится. Значит, у меня была игра тогда. Значит, ну, мама сидела внизу, а я, естественно, в концертном зале там один там что-то игрался. И игра у меня была такая, что я объявлял, выступает, значит, народный артист, лауреат международных конкурсов Андрей Коробейников. Потом я делал паузу.
советский, хотя Советского Союза уже не было. У меня, но я любил, книжка есть такая «Мир и человек», вот, и там как-то про Советский Союз было очень так написано достойно, я Советский Союз. И у меня были мурашки по коже, и какой-то Шопен, Ноктюрн, там, ми-бемоль мажор. И я по нотам его там как-то читал с листа, вот, и в конце и сам себе аплодировал, сейчас выступал народный артист, опять Советский Союз, вот такая у меня была игра. Вот, ну вот так себе немножко напророчил. Вот. И потом должен, пользуясь случаем, сказать просто огромное спасибо и поклониться этому человеку, вот, потому что сколько мы бы были в этой музыкальной школе, в итоге мы, я думаю, просто уехали бы обратно в деревню, и косил бы я сейчас какую-нибудь там траву, вот, или на тракторе бы ездил, что тоже, наверное, неплохо. Вот. Но в общем, я выиграл какой-то небольшой конкурс в Химках, какой-то межрегиональный, и сделали РЕН-ТВ, тогда был просто канал без канала, просто телевизионная компания, которая делала передачи для разных каналов. И вот был какой-то такой фильм небольшой о талантливых детях, о математиках, художниках, и я был интересный кадр, потому что из-за того, что днем не было у нас как бы пристанища, я должен был все время где-то находиться. Поэтому я вот пел в театре Покровского, главную роль я пел, у меня был хороший голос. В хоре Большого театра я пел детском, значит, там и в джазовой студии, на балалайке я играл, на баяне я играл, на скрипке годик играл. Вот, в общем, какие-то песни эстрадные сочинял, там какие-то. Ну, в общем, кадр был такой интересный, 8 лет мне было. И один из последних вопросов был, что, ну, может быть, у тебя какие-то творческие проблемы есть, может, тебя что-то беспокоит, расскажи нам. Я говорю, ну вот мы, значит, без дома с мамой живем в музыкальной школе. Но я не собирался жаловаться, опять же, из-за того, я уже сказал про мальчишки. Мальчишек, как бы, мне было вот это, мы, как говорится, бедные, но гордые. Вот. И это вышло с таким пафосом, что вот, такие талантливые дети в таких условиях, что же мы-то, ну вот, в общем, понятно, телевизионный там был комментарий такой. Но через где-то полгода вот, Ирина Стефановна Лесневская, она просто купила нам квартиру и, собственно, этим и спасла, просто за свои деньги. Вот. Интересно, что нередко бывают истории, когда сняли ролик по телевизору, показали, кто-то увидел и там помог. А здесь получается, что, в общем, автор, ну как сказать, не автор, ну, она директ, этого канала сам же и помог. Да. А вот ты испытал бедность в детстве, сейчас, когда, наверное, все в порядке, для тебя важны материальные ценности? Ну, в принципе, нет. Понятно, что легко так говорить, когда они у тебя есть. Но понятно, что когда ты прошел уже через очень многое, ты понимаешь вообще всю мелочность вообще этого бренного мира, поэтому то, что можно выжить и так, и так, и так, и прожить, и главное, быть счастливым в совершенно разных обстоятельствах. Ты знаешь эсперанто? Да. Можешь прочитать стихотворение? Но я помню одно, это стихотворение замечательного человека Геннадия Михайловича Шилла, это ректор Европейского университета права, в котором я 5 лет учился. И вот у него есть замечательный перевод известной бардовской песни. Вот я там могу его прочитать, собственно, даже другого я не помню. «Статурон дель гитаро, mi circa prenas pene, kai cordo tui reejos per verda melodii, ciel ec balanciggios, grandega kai stel plena, bonege kiel estas, quere cunas ni». Как здорово, что да. Я благодарен своему эсперанто опыту, я с удовольствием езжу, когда могу, на Всемирный конгресс эсперанто. Очень интересно, конечно, туда ездить, потому что люди собираются, энтузиасты, а в эсперанто-движении нет никаких денег.
Каждый год 2-3 тысячи человек приезжают в какой-то город за свой счет. И неделю люди занимаются тем, что просто говорят на этом языке. Это удивительно, потому что, мне кажется, очень много языков искусственных, ну, которые совершенно, ну вот они, наверное, есть какие-то фанаты, на которые на них говорят, но эсперанто действительно уникален тем, что он очень гибкий и очень какой-то живой. На нем приятно говорить. Единственное, когда трудно понять это, когда люди идут вот в какое-то, ну, национальное какое-то, ну, там, российское там, или немецкое какое-то эсперанто движение, когда люди, говорящие на одном языке, начинают вдруг говорить на каком-то выданном другом, это, конечно, курьезно и непонятно, зачем это все делать, но когда ты попадаешь в эту международную обстановку, ты понимаешь, что эсперанто лучше, чем английский. Во-первых, проще просто по набору звуков и по грамматике, и во-вторых, он действительно нейтральный. То есть никогда ты с англичанином не будешь говорить на равных, все равно, так сказать, это будет преимущество. Причем это преимущество еще и экономическое. Те же Китай, там, Япония, Корея, они тратят огромное количество государственных денег, чтобы научить огромную часть своего населения английскому языку. Вот в 20-е годы очень бурно развивался эсперанто, и предлагали в Лиге наций действительно сделать его рабочим языком, одним из. Но настолько противились все ведущие державы, естественно, Франция и Англия, и Америка. Вот. Советский Союз тоже не воспринял это. И в итоге все особенно печально кончилось в нацистской Германии, потому что создатель эсперанто Людвиг Заменхоф из Белостока, вот, еврей, поэтому эсперантисты были уничтожены просто. Вот. И как-то уже после этого эсперанто как-то не оправился. Но мне кажется, он настолько живой, что еще человечество к нему вернется, потому что сама возможность вот этого нейтрального языка, на котором всем говорить достаточно просто, а просто почему? Потому что там значительный элемент игры, такой игры в бисер, этих конструирования слов. Ты можешь не знать много слов, но поскольку если ты знаешь какие-то правила конструирования слов и предложений, то ты можешь совершенно с какими-то азами, если у тебя хорошо работает голова, воображение, то ты можешь объяснить, и это тоже будет правильно. Хочу поговорить о конкурсе Чайковского, обо всех 3 конкурсах, в которых ты участвовал. Давай начнем с первого, то есть 2007 год. Хорошо. Чем тебе запомнился этот конкурс? Ну, мне он запомнился какими-то дикими перемещениями, потому что я ничего не стал отменять из концертов. Вот. Я удивлялся, что я прилетаю в 5 утра и так неплохо играл, в принципе. И, ну, естественно, какое-то недоумение из-за поведения, будем говорить, называть вещи своими именами, 2 человек. Одно было публичным, это, конечно, такая резкая совершенно за минуту до конца каких стоп-перебор, там вот это вот какое-то наше пасконное такое российское, перебор, иди-ка ты отсюда. Вот, поэтому потом то, что Николай Арнольдович Петров, Царствие ему небесное, говорил, что там какого-то балла не хватило, я почему-то сразу понял, просто по этой интонации, это все было понятно, что, несмотря на то, что я играл там вторым участником, или там даже первым, да, во втором туре, еще никто не играл, как бы, но мне было сразу ясно, что ни в какие финалы я не прохожу, просто это было совершенно ясно не только мне, но и, по-моему, всем присутствующим в зале, поэтому говорить какой-то такой объективности было трудно. Вот. И, конечно, просто, как говорили многие профессора консерватории, я удивился, конечно, неуважению просто к Шостаковичу вот, в этом случае, потому что, ну, когда остается минута-полминуты, даже если бы был перебор, а его не было, вот, просто есть какие-то, уже есть же записи, вот, и просто, ну, это как-то не по-музыкантски, в общем, как-то делать так. Скажи, ты когда планировал эту программу, ты осознавал, что может вылезти чуть-чуть за 60 минут? Ну, дело же не в этом. Нет, мне интересно, просто ты планировал, что это... Да не, ну я понимал, что примерно это... Да, тем более, что мне сказать, что я могу ходить между произведениями, и это не включается, так сказать. Я действительно ходил туда-сюда перед периодом Шостаковича, вот, поэтому, собственно, был вот, пожалуйста, еще один аргумент. Но я понимал, что примерно это как раз вот так оно и есть, но любое исполнение, оно индивидуально может пойти так, может пойти иначе. Человек не может сказать, что я играю там это за 32 минуты.
может пойти так, тем более большое сочинение. Вот. Но тем более не о чем говорить, потому что есть как бы запись, люди записали, так сказать. Вот. Да, наверное, на них повлияло то, что началось все с опозданием, он мог просто перепутать, во сколько я начал играть там, и так далее, и так далее. Но было, во-первых, вот это барское какое-то отношение, все-таки, хоть я молодой, но все-таки коллега, как не относись, так сказать, и так далее, это раз. Второе, конечно, удивило совершенно, я когда, помню, оделся, вышел, и член жюри профессор Воскресенский мне как-то очень... И стояла моя мама, вот, и он так смеялся. Все члены жюри вышли, и он так просто громко смеялся. В общем, в этом было что-то какое-то совершенно демоническое даже. Вот. И, в общем, эти два воспоминания совершенно неприятных. Ты слышал овацию, которая была минут 7? Ну, это не, ну, отдаленно, да, отдаленно я ее слышал. Вот. Я благодарен всем за поддержку тогда, потому что понятно, что какие-то такие пертурбации, когда тебя пытаются унизить, вот, а я это хорошо чувствую, как бы объяснять мне тут ничего не нужно. Вот, понятно, что и когда какие-то свои правила не позволяют тебе выйти там и как бы ответить на это что-то, да, вот, понятно, что ты, так сказать, в подчиненном положении, как конкурсант, и если тебя хамят, то ты должен молчать и уйти просто молча, но я так и сделал, собственно, вот, но, в общем, это, конечно, неприятный осадок. Ну, ты говорил, что потом Николай Арнольдович даже как-то тебя рекламировал. Да, не, потом он много где, спасибо ему большое, потому что много где мне сказали, что он сказал, вот позовите обязательно, и куда-то езжу я каждый год, как в Нижний Новгород, и там я появился только благодаря его рекомендации. А у вас был какой-то разговор? Нет, мы не знакомы, мы не знакомы. Вот. У тебя сейчас по-прежнему есть какая-то обида на него? Нет, я просто говорю, мне не понравилось отношение вот такое. Я в этом почувствовал какое-то именно унижение. Ну, до сих пор ощущаешь это? Нет, мне все равно. Вот я на самом деле про конкурс Чайковского мало вспоминаю. Вот раз уж ты затронул эту тему, я сейчас начинаю вот вспоминать. Вот. Особенно ты говоришь, первый конкурс, это вообще молодые такие воспоминания, все такое было горячее, я там был такой романтик. Я как-то недавно читал свои посты той поры, я прям думаю, ничего себе, какой прямо такой Вертер, такой все у него так, у меня так все было такое. Выразительный, я так писал, все такое. Ну вот, в общем, романтичный был мальчик такой, вот. Поэтому я тогда все остро очень воспринимал, вот. А сейчас я могу только констатировать то, как я это оцениваю, вот и все. Я сейчас ехал на это интервью, в метро встретил знакомого. Говорю, вот буду брать интервью у Андрея Коробейникова. Он говорит, это тот, который с кошечкой? Вот главный твой опознавательный знак. Перейдем в 11-й год, да. К кошечке. Кошечке? Расскажи, что это была за идея? Ну, на самом деле, как водится, все из какого-то повода. Я не думал, что это найдет такой художественный отклик. Я даже знаю, что, например, молодой киевский композитор Алексей Шмурак даже сочинил какую-то пьесу, которая «Котик». То есть это даже куда-то пошло, значит. Вот. Но мне это понятно, что это было сделано все на коленке, и для арт-объекта это недостаточно хорошо просто было сделано. Я что-то вспомнил, что мне профессор Рощина Людмила Владимировна, которая отслушивала конкурс 2007 года, она мне сказала, что ты в классе записал? А там действительно я как-то спокойно отношусь к этим вещам. Ну, я принес камеру, поставил в классе, и я когда играл пассионату, это конкурс 2007 года, там действительно кто-то заходил в класс и смотрел, типа, вот там занят класс, и я, значит, лицом играя пассионату, это все было на записи, я говорю, нет, ты в кроссовках записал на конкурс Чайковского, мы, конечно, тебя там типа пропустили. Я думаю, ну раз вам кроссовки, значит, и класс консерватории, значит, вас не устраивает, раз вы не музыку слушаете, а вы там цепляетесь, вот, то, думаю, в этот раз я вам вообще пришлю, так сказать, у меня были очень рваные штаны, там рваная футболка, и беспорядок дома, думаю, я вам сейчас вот такое, раз вам такое не нравится, будете смотреть вот это.
я же пример представляю, сидят, смотрят. Ну, думаю, будете смотреть. Вы же обязаны посмотреть. Мне, собственно, ваш конкурс Чайковского так уже сильно не нужен. Вот. Я просто могу позволить себе, так сказать, повеселиться. Вот. Почему похороны куклы? Ну, нам нужно было сочинение Чайковского. Я подумал, что самое такое в хармсовском ключе будет звучать похороны куклы, вот, переходящие плавно в темное пламя Скрябина. Вот. И на темном пламени я маму попросил на фоне горящих свечей показывать подписи на дипломе конкурса Чайковского, который у меня уже был. Я дипломант же, вот, того 2007 года. Вот. И, собственно, вот это был такой мой месседж. Вот. Но самое смешное, я не ожидал. Я сделал это просто так, как делают студенты, просто веселятся, там делают какие-то поделки. Я иду по улице, рядом с домом, где живет много консерваторцев. Выскакивает, значит, одна профессор, уже она была доцентом, и говорит: кошка, кошка, что означает кошка? Значит, я понял, что, в общем, я точно знал, что вряд ли бы она сидела в жюри, потому что не такие были ее заслуги, чтобы она сидела и отбирала. То есть это уже пошло. Думаю, ну, ничего себе, кошка. Вот. А кошка, на самом деле, очень простая, потому что она, на самом деле, привлекает клиентов. Это японская кошка, которую нельзя купить. Ее могут только подарить. Вот. Ну, вот такая она работает просто от солнечной батареи. Вот поэтому она, кстати, не очень много у меня там работает, потому что она на солнце работает. Вот. Но я как-то вот просто как-то вот чисто художественно я увидел этот образ, и это темное пламя, и это похороны куклы. Значит, в общем, это такой посыл в дальнее путешествие. Хорошо. Тогда идем в 15-й год. Угу. Там все-таки у тебя была цель реально выиграть конкурс? Ну, вообще у меня никогда не было, с самых детских лет у меня никогда не было цели что-то выиграть, потому что я всегда играл как концерт. У меня какой-то уже инстинкт, когда мне говорили, что вот надо там расчет на конкурсе, вот надо сыграть вот так, это слишком там свободно, сыграй вот так на конкурсе. Я как играю, так и играю. Вот я выхожу на сцену, собственно, как на любой концерт. Ну а почему в 2011 году ты не хотел? Ты уже как бы просто посмеялся? Ну нет, я подумал, что мне повторяться-то. Я в Москве не так часто играю в Большом зале консерватории, в основном с оркестрами. Тут хороший повод выступить сольно. Я подумал, что эту игру мы уже играли. Вот, поэтому просто я подумал, хочется перед московским зрителям сыграть что-то такое дорогое. Вот я выбрал, что это будет там 32-я соната, вот, что касается первого тура, что-то, по-моему, во втором туре у меня была 8-я, хотел я очень вторую Шостаковича сыграть сонату, вот, и хотел концерт Моцарта сыграть 20-й со своей каденцией, то есть у меня были какие-то планы именно как бы показать, потому что я понимал, что другое совершенно внимание, чем просто концерт, да, куча народу смотрит там трансляцию, еще что-то, просто вот чисто такие обстоятельства, вот, и, соответственно, все остальное я уже подгонял, там, вот, меня критиковали, что я играл там что-то быстро, но я понимал, так сказать, что не хотел, чтобы мне портили конец 32-й сонаты и говорили, что перебор, тем более, что половину жюри я достаточно хорошо знаю, и они меня, вот, и мы не в сказочных отношениях, как там с Дмитрием Александровичем Башкировым, вот. Поэтому я понимал, так сказать, что ничего хорошего мне не светит в плане результата, потому что и школа, я уж не говорю о Доренском и всей его школе. Вот. Ну, объясни для наших зрителей, да. Почему, собственно, несказочные отношения складываются? А я не знаю, по-моему, мы пианистически никак не пересекаемся. Мне, собственно, никогда не нравилось, как играл Дмитрий Александрович, Сергей Леонидович и их ученики. Вот. Поэтому мне передавали, допустим, от Башкир, что он говорит, вот ему бы, пусть на мастер-класс мы приедем, там еще что-то такое. Но я не знаю, насколько это правда, как говорится. Вот. Но у меня какие-то другие ценности в искусстве, вот, музыкальном, поэтому мне это было просто не нужно, неинтересно. Поэтому, что касается членов жюри, единственное какое-то понимание я надеюсь найти у Бори Березовского. Вот. Но, правда, не нашел. Вот. Правда, он мне сказал по телефону, просто я звонил Репину,
по другому делу, по-нашему, вот, ансамблевому. И он говорит, с собой член жюри тут хочет поговорить. Это было как раз в дни какие-то после конкурса. И он мне сказал, собственно, если, так сказать, огрубляя, что ты, значит, ты что, над нами издевался, значит, ты там все вот так, значит. И я удивился, ну, видимо, действительно, вот эта вся предыстория обоих этих конкурсов и так далее, видимо, сыграл злую шутку, и им показалось, что якобы темп, допустим, в ариете или какие-то мелизмы в Бахе мои свободные, что это не просто не то, как я это мыслю и хочу сыграть, а то, что я им посылаю опять какой-то месседж. В этом случае мне совершенно, я говорю, практически мне музыкантский интересовал только один человек в жюри, вот, и в остальном мне, собственно, эти люди были неинтересны как слушатели. Вот, я как раз от многих слушателей получил очень много интересных мыслей и по поводу Бетховена, и по поводу Баха. Вот. До сих пор я куда-то приезжаю, все обсуждают эту ариетту. Я даже не думал, что это станет таким событием, потому что за несколько месяцев до этого я играл в Париже более даже радикальную программу в театре де Шамс-Элизе. Значит, это был «Хаммер-клавир» и 32-я. Вот. И 32-й ты играл так же? Примерно. Да, даже более радикально, потому что здесь мне надо было уложиться. Все-таки я нашел темп, в котором нет лишних минут. В принципе, это зависит. Я люблю, чтобы это зависело просто от состояния, потому что ты приходишь, каждый зал, каждая акустика, каждый конкретный день, он разный, и может пойти там, быстрее, медленнее. Это разное просто дыхание, это зависит от дыхания. А всю остальную программу ты играл атака без перерыва, чтобы успеть? Да. Я говорю, я не хотел, чтобы мне испортили они какой-нибудь очередной репликой и каким-нибудь стаканом, чтобы они мне испортили уже священное для меня как бы произведение. Вот это я не хотел, потому что «Прелюдии Шостаковича» я очень люблю, но это не священное произведение. А вот ариетта 32-й сонаты, тут уже я решил, что даже если они будут меня выгонять, я ничего прекращать не буду, вот, потому что мне надо это сказать, и мне надо с этим выступить. В принципе, удивительно, насколько какие-то вещи меняют тебе сознание. Я играл, может быть, пожалуй, даже в Концертгебау не так. А вот в Музиквеrein, когда я попал, спасибо Владимиру Ивановичу Федосееву, это был концерт вот с венским оркестром. И, конечно, когда я просто зашел в этот зал, я помню, на репетиции никого не было, просто самому поиграть, я как-то... И после этого, настолько волшебное какое-то ощущение, это, наверное, все-таки лучший зал мира. Вот, просто по концентрации какой-то, намоленности, я не знаю, намоленность не то слово, потому что в концертном зале не только молитвы происходят, но вот эта теплота, которую можно, может быть, почувствовать, там, я не знаю, в кабинете Пушкина на Мойке, например, или я, например, почувствовал что-то подобное в пещере на острове Патмос. Неожиданно для себя, я от нее совершенно ничего не ждал, от этой пещеры, где было написано «Апокалипсис». Вот. А там есть какой-то это уже из разряда каких-то необъяснимых явлений, в них я углубляться не буду, но в Музиквеrein это есть, и я подумал, что а что я, собственно, вот какие-то вот эти дрязги, какие-то выяснения с Борей Березовским, там, что, как, почему, какое мне дело? Мне вот это счастье, я даже не знаю, пусть я никогда больше там даже не сыграю,
надеюсь, что все-таки сыграю, потому что играл хорошо. Вот. Очень хороший прием был. Вот. Но вот даже просто само это ощущение вот этого волшебства, когда ты уже вообще тебе не нужно ни о чем думать, рояль сам звучит волшебно совершенно, говорит волшебно, зал звучит, и существует только музыка, и ты в ней. И вот какой-то вот действительно момент, вот это совпадение еще и места, что это действительно какое-то сосредоточие энергии. Вот. И что тебе еще нужно-то? Важно, как говорится, как говорят англичане, меня удивило, что моя профессор Ванесса Латарша, она все время говорила перед экзаменом, перед какими-то концертами, она говорит, have fun. Я думаю, ну это какая-то немножко так звучит странно для русского уха, как-то, ну я иду играть сонату Бетховена, какой have fun. Но с другой стороны, вот это, да, ощущение игры. Вот. Поэтому, кстати, если бы не вот какие-то унизительные высказывания вот, отдельных членов жюри, то все вот эти конкурсы Чайковского — это такой, на самом деле, фан. Вот. Такая интересная игра, потому что даже, в принципе, в общении я часто провокатор. Мне очень интересны реакции людей. И мне всегда жалко, что мне немножко не хватает таланта чтобы быть там писателем или кинорежиссером, потому что иногда вот у меня ощущение, что я вот с кинокамерой, и я подкидываю им какие-то такие дровишки окружающим людям, и они начинают у меня, как в какой-то драме или комедии, они начинают... Я просто вижу часто вижу слабые стороны какие-то у людей, не то что слабые стороны, какие-то, ну, назовем их слабости, да, какие-то особенности. Если ты нажимаешь эту кнопку, то человек вдруг, как марионетка, начинает показывать тебе то, что ты думаешь, что он сейчас покажет. И на самом деле вот в этом плане, конечно, все вот эти театры, все эти выяснения, а уж сколько было в консерватории, там, какая большая жизнь с этими всякими экзаменами и так далее, так далее. Так что это не только конкурс Чайковского. Но вот когда ты видишь весь этот театр, все эти дрязги, единственный интерес — это вот нажимать кнопочки у этих людей, которые уже не понимают, что они не настолько свободны внутренне, чтобы отслеживать это. Смотри, вот конкурс Чайковского для русских людей — это тоже по-своему вещь священная. Мне так кажется. Как для кого-то ария из 32-й сонаты. Это очень мощное такое культурное явление, которое сидит в головах, сидит вообще в культуре российской. И ты, мне кажется, единственный человек, по крайней мере за последние десятилетия, кто с этой священной коровой так обращался. Хотел ты того или нет, но ты трижды пошел на конкурс. Каждый из этих 3 раз ты слетал с дистанции, причем все время на разных этапах. Да. Второй, первый тур, даже до первого тура. Хотя каждый раз по тому, как ты играл, ты был достоин победить. Ну, спасибо, но это все равно, это оценочное. Конечно, я слушал просто все эти 3 конкурса, поэтому имею право от себя это сказать. И мне кажется, что ты тем самым устроил такой вот огромный перформанс на тему, что такое конкурс, в принципе, вот мета-конкурс. И это, конечно, по-своему бесценно. Но мне как раз хотелось выяснить, насколько это осознанно, насколько ты хотел сыграть конкурсом в такую игру. Ну, конечно, потому что, во-первых, любой конкурс в искусстве, он априори совершенно абсурден. И особенно в случае конкурса Чайковского, насколько даже известно, что даже на первом конкурсе только позиция выдающихся гениев спасла конкурс от катастрофы. Рихтера, Гелиса. Только то, что они вот так встали просто грудью. Но это были титаны. Потом титанов в жюри становилось все меньше и меньше. Вот. И в принципе, по большому счету, из музыкантов, которые дал конкурс Чайковского, вот именно вот этот, ну я не знаю, мне кажется, Григорий Липнович Соколов, он получил свой трамплин позже, и не благодаря конкурсу Чайковского, и он стал гениальным музыкантом впоследствии. И это скорее случайность, что он просто, ну так совпало, что в юности ему дали эту премию, мне так кажется. Вот. А что касается остальных, то на очень многих лежит отпечаток вот этого, на всем творчестве. Я, может быть, буду говорить жесткие вещи, но остается вот этот отпечаток этого школярства, которое, условно говоря,
буду говорить, повторюсь, жесткие вещи. Я как-то раз с одной певицей обсуждал какие-то исполнения романсов, там, Рахманинова. И я в целом очень люблю, например, Архипову, Образцову. Но действительно мы пришли к выводу, я помню, действительно вот этот какой-то конкретный там романс, а он спет по-советски. Все отоварено, все сделано, выдано. А где романс-то? А культура-то другая была, не советская. Этот романс вообще в других условиях. Он тебе не на радио шоу, не на телевидении. Вот. И ты видишь вот эту ошибку, хотя в целом исполнение замечательное, мастеровитое и так далее. Но в итоге ты видишь, что, условно говоря, там Зара Дулуханова гораздо ближе вот, к сути романса, допустим, чем Ирина Архипова. При всем огромном уважении и так далее. И вот этот советский флер, он был на многих артистах. Я считаю, что какие-то артисты, они переросли это, как перешли через это, как, например, Михаил Васильевич Плетнев. И он стал большим художником совершенно своего направления, уникального. И как раз конкурс Чайковского в его биографии абсолютно какая-то тоже мелочь. Ну, ему она помогла действительно на тот момент, я так понимаю, просто какие-то карьерные обстоятельства. В общем, остается только надеяться, что люди начнут какой-то вот свой, просто выбросят вот этот налет. Ну, если говорить жестко, школярство, вот, если говорить более глубинно, мне кажется, у артиста не должно в момент игры быть никакой обязанности, какой-то внутренний. Я должен сейчас что-то и то-то. Все. Это моментально, я не знаю, чутким слушателям это моментально слышится. Горовиц никому ничего не должен, в том числе себе. Он поток, он говорит с Богом, и через него идет поток. Да. Ты считаешь, что школярами их сделал конкурс Чайковского? Нет, это система, которая изначально вела к подготовке конкурса Чайковского. Как рассказывают, как Петров и Крайнев соревновались, кто быстрее сыграет «Блуждающие огни». Быстрее это ладно, а вы сыграете настолько волшебно и тихо, как это сыграл, кстати, Ашкенази на конкурсе. Толк-то быстрее. А ты разве вырос не в этой системе? Ну, я был всегда изгоем в этой системе, потому что, начиная с первого класса, у меня в ЦМШ у меня шли все время какие-то проблемы, я всегда чувствую, что я какой-то совершенно несистемный человек, я их раздражаю. Я их просто раздражаю. Просто всем своим. Я тут только что недавно участвовал в фестивале «Музыкальная экспедиция». Вот, и организатор Борис Андрианов, я с ним никогда не пересекался. И с его группой, с его компанией тоже. Это был для меня новый какой-то опыт, новые музыканты какие-то. И он как-то походя сказал, говорит, да они же все его ненавидят. Вот, я же знаю, они все... Ну, ладно, это просто какое-то оценочное суждение, но в принципе, во всяком случае, я говорю только об игре, потому что все-таки я стремлюсь к этому ощущению, это волшебное ощущение свободы, оно не всегда приходит. Понятно, что работа пианиста чрезвычайно трудна, и есть рекордное количество операций мозга, которые, как подсчитали там американские ученые, что пианисты самые умные люди, потому что, действительно, у тебя задач какое-то безумное количество бывает, безумное. Какой-нибудь фуги хаммер-клавир, ты должен держать целое, ты должен думать об универсуме, ты должен просто банально успевать там какие-то выкрутасы делать руками, потому что аппликатура там чрезвычайно сложна и так далее, и так далее. Поэтому, говоря об этой системе, если она отомрет, то ничего печального не случится, потому что на самом деле люди, я вижу просто люди, многие артисты, которые пришли на большую сцену без конкурсов, они гораздо свободнее. Вот. Просто я наблюдаю как слушатель. Они делают то, что они хотят. Вот. В этом плане, кстати, из ряда конкурса Чайковского, скорее исключение Даниил Трифонов. Мне не все близко к тому, что он делает, но он абсолютно, мне кажется, делает то, что он хочет. В отличие от, пожалуй, всех последних лауреатов, кроме Бориса Березовского. Да. Ну и еще скажу, что совершенно по-новому меня совершенно удивил последние годы Николай Луганский.
И как раз, мне кажется, в нем открылось совершенно новое и свободное, и поэтическое. Вот где-то он меня удивил вот ровно 2 года назад концертами Шопена, вот, поэтому я вот должен оговориться, вот, раз уж я стал судьей таким, но я повторюсь как слушатель, я оцениваю как слушатель, да. А все-таки ты согласен с тем, что если бы ты выиграл конкурс Чайковского, у тебя была сейчас совсем другая карьера? Нет, я думаю, нет. Это ничего не окончательного. Никакой конкурс не дает ничего окончательного. Даже конкурс Клиберна, который дает огромное количество концертов по Америке, но в том-то дело, ты-то ездишь не просто как там Вася Пупкин, а победитель Клиберна Вася Пупкин. И на самом деле лучше все-таки ездить просто как Вася Пупкин, без всякого победителя Клиберна. И последнее. А какое место в твоем мире занимает семейное, личное счастье? Ну, как у меня все проекты достаточно такое импровизационное, экспериментальное. Вот. Ну, я надеюсь, что в итоге все-таки из этого какая-то соната получится. Вот. С бесконечной ариетой. Вот лучше с бесконечной ариетой. Это было бы, конечно, это в идеале. Но это уже, это как Бог пошлет.